Здравствуйте, мои юные искатели приключений и справедливости. С вами канал Пекелит и я, Настена. И сегодня у нас на повестке дня мистический детектив Стюарта Тёртона «7 смертей Эвелины Хардкасл». Книжулька уже успела наделать шуму в мире, и издательство «Азбука» выпустило ее для российского читателя. В сети уже много восторженных отзывов об этой книге, и я понимаю почему. И сегодня я вам об этом расскажу. Автор переносит нас с вами в старинное поместье семейства Хардкаслов. Там должен состояться бал по случаю возвращения дочери хозяев поместья Эвелины из Парижа. Но вот незадача. Саму Эвелину на балу убьют, а главному герою нужно найти убийцу. Честно говоря, я чувствовала себя как будто в игре Клуэда. Мистер Мастарда канделябром в гостиной. Класс! Но не все так элементарно, мои Ватсоны. Главный герой — это не просто один из многочисленных гостей поместья. Нет, он перенесен туда извне и будет переживать каждый день убийства Эвелины в теле одного из гостей, пока не найдет убийцу. Как вам такое, а? Но и это еще не все. Если за отведенный срок главный герой не найдет убийцу, ему полностью стирают память, перемещают в тело первого из гостей, и игра начинается заново. Ребят, реально уровень садизма маньяк из Пилы. Так, что в книге мне понравилось? Да практически все. Персонажи интересные, хорошо раскрыты, их поступки логичны, ясны и понятны. Очень круто передана атмосфера этого странного и страшного дня. Практически нет моих любимых моментов божественного вмешательства, когда все вдруг раз и стало хорошо. По языку, правда, понятно, что книжка — это дебют, но видно, что автор очень старался. Честно говоря, оторваться от книги было сложно. Пару раз я зачитывалась до глубокой ночи и потом еле вставала с утра. Я бы посоветовала уделить этой книге целые выходные и проглотить ее целиком. Во-первых, так вам будет проще запоминать множество персонажей и хитросплетение сюжетных линий. Ну а во-вторых, не будете материться на себя с утра, то что не можете оторвать голову от подушки. Знаю, что некоторые были разочарованы финалом книги. Я их понимаю, но не поддерживаю. Во-первых, хотелось бы это разделить. Если говорить о финале и развязке именно убийства, то я ни в жизни не поверю, что кто-то смог догадаться об этом сам, прочитав менее 75% книги. У меня была масса самых различных вариантов, но итоговый начал вырисовываться буквально за пару десятков страниц до конца. Далее финал именно самой книги, то есть почему главный герой там оказался, что он на самом деле делал, почему именно такие условия освобождения и так далее. Да, здесь было некое разочарование, но разочаровал меня не сам финал, а скорее причина, по которой сделано это поместье. Это потому, что сама идея, она претит моим личным взглядам и убеждениям. Но, еще раз повторюсь, это не повод ворчать или гнать на книгу. Как говорится, давайте не будем путать зеленое с длинным. В общем, «7 смертей Эвелины Хардкасл» я рекомендую всем, кто любит мистику, фантастику, детективные истории и особенно тем, кто верит в людей. Все, ребятки, я побегу, у меня еще гора непрочитанных книг и огромное желание вам о них рассказать. Ставьте лайкусики, чтобы я знала, что делаю все это не зря. Пока-пока!